Привет, друзья! С вами Макс. И где я? Где я нахожусь? Я нахожусь в городе Ереван. Это столица Армении. И в этом видео я бы очень хотел бы с вами поговорить о том, что Ереван – это один из древнейших городов на Земле, на планете. О том, что вот вы видели вот такие камни, на таких камнях есть очень древние надписи, которые появились задолго до Рождества Христова. Я бы хотел с вами поговорить о Кавказе, потому что это место находится, этот город находится на Кавказе. Здесь всюду горы, потрясающая архитектура, очень интересная, очень своеобразная. Посмотрите, например, на это здание. Я бы хотел вам рассказать, что эта страна одной из первых, если вообще не первая, приняла христианство и так далее. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Хотя, смотрите, мы можем посмотреть и на разные древности тоже. Сегодня я бы хотел поговорить не о всем этом, а сегодня я хочу поговорить о том, почему я оказался в Ереване и почему многие русские, многие люди из России сейчас уезжают из России. Например, вчера... Давайте я вам буду показывать город. Мне кажется, так будет интереснее. Вы сможете увидеть, например, архитектуру, потому что мы находимся в центре. Здесь, мне кажется, много интересного. Так вот, мы приехали вчера, и мы, пока ехали от аэропорта к отелю, мы общались с водителем. Конечно, общались мы на русском языке, потому что здесь все очень хорошо говорят на русском языке. И мы общались с ним, и он нам рассказал, что он уже несколько лет занимается туризмом, и никогда за последние несколько лет он не видел такого количества русских людей, приезжающих в Армению. Он сказал, что это какое-то нереальное количество русских. Кстати, вы можете спросить, почему везде снег? Почему столько снега? И это действительно, это аномалия. Это аномальная погода, что сегодня у нас 21 марта, что 21 марта в Армении снег, это аномально. Это аномально. Вот. Мне кажется, что, возможно, погода просто обиделась на все те события, которые сейчас происходят, и поэтому случился такой катаклизм. Практически нет солнца, и везде лежит снег. Вот, кстати, смотрите, честно признаться, не знаю, кто это, но вот такой вот памятник. Так вот, почему уезжают люди, друзья, почему я уехал? Дело в том, что сейчас из России действительно уезжает огромное количество людей, и они уезжают в разные ближайшие страны, которые открыты. Ну, одна из таких стран – это Армения. Армения, Грузия, Азербайджан, Турция и ряд других стран – это те страны, куда сейчас очень активно уезжают люди. Почему, например, Армения? Ну, все очень просто, потому что Армения, так же как и Казахстан, входят в так называемые дружественные страны с Россией вместе. И сюда, в Армению, можно въехать даже без загранпаспорта. То есть просто по внутреннему паспорту, по российскому паспорту ты можешь сюда приехать. Ну и плюс здесь все говорят на русском языке, то есть для тебя нет никаких абсолютно проблем говорить по-русски, и ты все понимаешь, у тебя никакого нет языкового барьера. Это очень удобно.
Также Ереван является перевалочным пунктом, то есть транзитным городом, можно по-другому сказать, транзитным пунктом или перевалочным пунктом, откуда потом люди уезжают во всякие другие места. Какая потрясающая улица. Очень красиво. Очень красиво. Просто посмотрите на эту красоту. Также и мы с Юлей приехали сюда для того, чтобы улететь дальше в другую страну. Мы хотим полететь в Сербию, потому что в Сербии можно продолжить заниматься тем, чем я занимался все это время, заниматься контентом для изучения русского языка. Я не собираюсь останавливаться из-за всех сложностей, которые происходят. Я хочу продолжать. Вот. Кстати, еще очень классно, что Армения и вообще правительство и, например, Министерство экономики, когда увидело такой поток людей, то они сделали все очень круто. Они, например, сделали разные такие PDF-файлы, где ты можешь прочитать о том, как здесь начать бизнес, как здесь открыть счет в банке, как сделать это, как сделать это. То есть, камон, Министерство экономики это делает. Это очень круто. Боже, тут правда очень красиво, смотрите. Да, просто потрясающе. Так вот, смотрите, с крыши падает снег. На меня сегодня уже свалился снег. Было не очень приятно. То есть Армения, такое ощущение, что понимает, что сюда приезжают люди, которые хотят здесь работать, которые имеют работу. И Армения создает условия, чтобы эти люди могли здесь остаться и, по сути, пополнять бюджет. То есть, по сути, это такой бизнес-туризм, я бы сказал, или фриланс-туризм, да. Вот, поэтому я считаю, что Армения в этом плане молодцы, что они создают условия для людей, которые хотят уехать. Так, здесь очень шумно, но я надеюсь, что это нам не очень помешает. Я хочу вам показать, как выглядит Ереван в центре. Я, честно говоря, сам тут первый раз, поэтому мы с вами вместе будем гулять и смотреть, что здесь есть. Так вот, почему, давайте поговорим теперь, люди уезжают, да, какие причины? Уже больше 3 недель идет война. И кроме как война, другим словом, я это называть не могу, не буду и не имею просто морального права. О, кстати, смотрите, иранская кухня. Вау. Иранская кухня. Да, идет война. И почему люди уезжают? Ну, давайте так. Как только началась война, многие люди начали уезжать потому, что они в тот момент поняли, что для них оставаться в России – это опасно. Оставаться в России – это опасно для жизни. Но это люди, которые были активистами, разными, не обязательно политическими активистами. Это люди, которые занимались, скажем так, тем, что российские власти считают неправильным. Да? Это могут быть даже простые организации, которые помогают людям в трудных ситуациях, так называемые правозащитные организации. То есть, если тебя незаконно задержали на улице, например, во время протестной акции, или просто если тебя задержали на улице, то такие организации тебе бы помогли. И вот те, кто работал, например, в таких организациях, и многие другие люди поняли, что теперь у них могут быть проблемы. У них всегда были трудности, но сейчас у них просто проблемы. Затем вторая категория людей – это те люди, которые
не могут продолжать работать, находясь в России. То есть это уже, скажем, не политические моменты, а экономические моменты. То есть мы понимаем, что те санкции, которые сейчас применены относительно России, или те санкции, которые сейчас введены относительно России, мне издалека показалось, что это Джимми Хендрикс. Да, я прошу прощения, не знаю, кто это. Это армянский поэт, критик и переводчик. Слушайте, классно. Очень было бы интересно почитать, что он писал. Честно говоря, к сожалению, про Армению я не знаю практически ничего. Я здесь не был никогда. Мои сведения очень обрывочные, поэтому, друзья, да. Но окей, я закончил на том, что вторая волна – это экономические, скажем, мигранты. Те, кто уехали потому, что они не могут продолжать работать. То есть, если, например, какая-то IT-компания, а таких компаний в России было много, работает с западными заказчиками, то сейчас из-за санкций SWIFT, Visa, MasterCard, все это не работает. То есть люди просто не могут получать деньги за то, что они делают. И это не просто сотни людей, это десятки или сотни тысяч человек. Сотни, я уверен, что не меньше. Сотни тысяч человек. Давайте пройдем здесь чуть-чуть тише. Да, огромное количество человек переезжает, потому что не может заниматься тем, чем они занимаются. Но нужно понимать, что у этих людей могут быть дети, которых нужно кормить, образование, за которое нужно платить, ипотека, да, то есть кредит на квартиру, за который тоже нужно платить. И в один момент вот так ты, можно сказать, остаешься без работы. Да, есть люди, которые могут поменять работу, начать работать на государственную компанию. Но ведь надо понимать, что экономические и политические причины могут соединяться. Очень многие люди начали уезжать, так как они поняли, что бороться дальше за свои, скажем, убеждения, бороться за то, за что они боролись на протяжении многих лет в России, что это невозможно. Сейчас очень многие говорят о том, что начнется чистка или репрессии, да, что государство будет просто избавляться от тех людей, которые хотят думать как-то по-другому или хотят действовать как-то по-другому. Да, здесь очень шумно, я надеюсь, что это не помешает. Надо куда-то свернуть. Какая-то маленькая улочка здесь. Ну, по-моему, там тупик. Ладно, сейчас посмотрим, куда-то свернем. В общем, то же самое, на самом деле, такая же ситуация у меня, у нас с Юлей. Это две причины. Первая причина, что мы просто не можем быть безучастными. Да, мы не можем быть безучастными, мы не можем не участвовать в тех делах, которые нам хочется, но мы уже не можем этого делать. Потому что, опять же, сейчас явно будут какие-то репрессии, чистки и так далее. Мы также не можем просто молчать. Я хочу продолжать проект, и в этом проекте я никогда не старался лоббировать какую-то определенную точку зрения. Хотя, конечно, у меня есть какая-то точка зрения. Но я понимаю, что я сейчас не могу этого делать, находясь в России. Не по экономическим моментам, не по политическим моментам. Поэтому мы решили, что мы уезжаем. Для начала мы выбрали
Армению, так как первая задача для нас была просто выехать за пределы Российской Федерации, а потом уже добираться до тех стран, где мы сможем продолжить работу, продолжить заниматься тем, чем мы занимались. Вот, друзья, я думаю, что на этом я это видео заканчиваю. Опять же, мне очень жаль, что я не могу вам показать и рассказать о всей той красоте и о культурном богатстве Армении. И я сам не смогу, наверное, как-то прочувствовать эту страну, попытаться с ней познакомиться поближе. Но сейчас такое время, что многим людям гораздо сейчас хуже, чем нам с Юлей, и мы это понимаем, и мы стараемся посильно помогать тем людям. Но, тем не менее, друзья, да, я очень надеюсь, что нам удастся дальше переехать в Сербию, начать там работать. Это будет нелегко, конечно, с учетом того, что я не знаю сербского языка. Но я надеюсь, что у нас все получится. Кстати, если вы из Сербии, то пишите. Может быть, мы с вами встретимся. Это будет прикольно. Ну и вообще, миру мир.